Итак, муха-повторюха врывается, и трансляция начинается. Всем привет, всем здрасте, с вами я. Ну, вы меня знаете, не надо лишних слов. Ребят, всем привет. Я сегодня без ушек, но я сегодня в очках. Может быть, не мухи-повторюхи будет не так грустно. Всем здрасте, всем привет. А вот я пришла, явилась, даже не опоздала. Вот, я молодец. Можно меня погладить по головке за это. Ребята, какие у нас на сегодня планы? Никаких, вообще никаких. Мы будем заниматься всем, чем только захотим. Да, опаньки. Здрасте, здрасте. Забор покрасьте. Всем здрасте. Спасибо большое. Да, удача мне не помешает, учитывая, что мы собираемся заниматься полнейшей ахинеей и делать все, что заблагорассудится, болтать, петь, может быть, даже и танцевать, я не знаю. Может быть, мы захотим это делать. Вот. Короче, ребята, какой повод у нас? Все просто. Кто заметил, может быть, на нашей маленькой пряничке мы преодолели очень важный рубеж, который называется 4000 часов просмотров. Катерина отправила заявку. Думаю, ну сейчас буду ждать черт знает сколько. На следующий день заявку одобрили. Я верещала почти как маленькая девочка, которая первый раз на Новый год родители подарили конфету вместо того, чтобы подарить азбуку или тетрадку для каллиграфического, значит, тренирования своего почерка. Вот. И, короче, вот так, ребята. На нашей маленькой пряничке есть монетка. Это круто, это классно. За это вам всем огромное спасибо. Ну и мне тоже огромное спасибо. И пожалуйста, тоже, да. Понятно, что это маленький такой шажок для прянички. Но это круто. Это очень круто. И мы все большие молодцы. За это можно выпить чаю. Ребят, я не готовила вообще абсолютно ничего. Я не заготавливала ни речь, я не заготавливала ни песни. Вообще ничего не готовила. Мы вот что взбредет в голову, то и будем петь. Что будете просить, то буду открывать, играть, пока не отвалится 50% ваши. Ну хорошо, от 1 цента 50% ваши. И выведем мы это все дело только через сколько, подожди. Даже если ориентироваться на приблизительные там показатели, которые сейчас, через 10 месяцев мы выведем первую 100 баксов, через 10 и поделим пополам. Класс. Не, ну зато весело. Зато нам весело. Да. Всем привет. Лиська, здравствуй. И, во-первых, как твой пальчик, а во-вторых, как твои дела? И вообще, ребята, как у всех дела? Пишите, рассказывайте, что интересного, что хорошего. Рассказывайте какие-нибудь мне истории, там, давайте быстро. И вообще, как меня видно, как меня слышно, все ли хорошо, все ли нормально, вы довольны, дети? Да, капитан, я не слышу. Так точно, капитан. Чай у меня наготове. Чай почти малиновый, но не малиновый, но в нем есть содержание малины. Мед мне уже больше не надо в чай добавлять, я уже не кашляю. Вот. Вот, так что крышу рвать особо не должно, как обычно от малинового чая. Ты до больницы все никак не доедешь. Ай, ты маленькая жопа. Ай, тебе надо надавать по жопе. Олежа, до меня тип почти домогался. Какой кошмар. Какой кошмар. Правда, что ли? А я не заметила.
А такое бывает? Давайте что-нибудь поразминаем лапки, а, ребят? Что-нибудь же нам надо побрынькать. Владоська, наш старшенький Владоська, он очень давно, значит, не присутствовал физически, морально и душевно на музыкальных стримах. Так что, я не знаю, наверное, я предоставляю первое слово тебе, что захочешь, что попробую сыграть. Мой репертуар ты помнишь, нового я ничего вообще никак никуда. И все. Я пока что-нибудь побрынкаю. Чё, да, кто? Еще один муж? Да, у меня еще один муж. У меня их много. У меня гарем из мужей. Как это правильно назвать? Привет, привет. Как дела? Как твое здоровье? Ты уже поправился? Ты больше не болеешь? Я помню, ты болел. У меня, кстати, Тотора видно? Со мной Тотора. Я в пижамке, и Тотора со мной. Да. Мое мурчание Северного флота? Ой, да ты ж мое солнышко, который этот... Сейчас, погоди. Северный флот. Поднимая знамя, который, да? Не доживший до седин. Да? Право первого выстрела. Класс. Хорошо. Я попаду прямо в сердце. Не сомневайся. Все просто замечательно. Ну, я рада, хорошо. Хорошо, что ты не болеешь, и всем советую не болеть. Болеть вообще это плохо. Когда наклейки твои уже приедут, я их клею активно везде, чтобы тебе не достались. Сейчас, мне надо вспомнить. Вы сейчас заодно скажете, как, что мое мурчание с гитарой, может, как-нибудь по-другому сесть, там, что кого. Бе-бе-бе. Да. Саднит в одном виске. В каком из них не знаю. Время тает, бьется. Угу. Я пока разыгрываюсь, да. Вы... Привет. Да, через часик подходите, сейчас я разыграюсь, что-нибудь малинового чая напьюсь, и мне будет вообще по барабану, ча фейлю, не фейлю, что там все вообще. Скучал по мне. Блин, это так вообще мило. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно читать, когда вы так пишете, что вы скучали по мне. Вот. Почаще пишите мне так. Да. И почаще приходите. Так вот. Конечно, он скучает. Правильно же. Ага, это у нас же получается... Это у нас первый припев там не полностью поется, да, а потом он уже поет. Скучать дело сложно, я согласна.
небо надо мной, и мне легко. Стою один, сердце рвется из груди, поднимая знамя, не доживший до седин под солнце зной. Так ненадолго живой, так сегодня надо никого со мной. Я готова. Так, як резко закончила, да? Ай. Есть такое волшебство. Ой, Сережка, Сережка, привет, привет. Привет, дорогой мой. Это только подготовка была, да. Сейчас как жахнем. Ух, будет. Ты уже все, ты уже там в конвульсиях, да? Тили-мили трям. Ладно, все. Начинаем. Я вроде готова. Саднит в одном виске, в каком из них не знаю. Время тает, бьет Все, и только я сказала, что да, все, Катя готова, и Да, делайте громче, пусть все соседи. Кровь из ушей, что это? Выключите, пожалуйста, ради бога, нет. Ах, ты на все строго в цель, отлично. Все не бьют строго в цель, хорошо. Так, я могу, если что, снять очки, да? Я думаю, никто не против будет, потому что я устану скоро в них. Погнали, короче, все. Саднит в одном виске, в каком из них не знаю. Время тает, бьет секунды рыбой на песке. Я вижу по руке, так медленно сползает капля крови, теплая и темная моя. Стою один, сердце рвется из груди, поднимая знамя, не доживший до седин под солнце зной, ненадолго живой. Ненужные слова, несказанные фразы сразу разом потерялись где-то высоко. Я видел много снов, слышал много сказок. Так прекрасно небо надо мной, и мне легко. Стою один, сердце рвется из груди, поднимая знамя, не доживший до седин под солнце зной. Так ненадолго живой, так сегодня
чуть-чуть фейлы, все, волнушки начались, да, слышно дрожь в голосе, вот это вот неестественная реверберация. Фух. Я аж спотнула, по-моему. Кошмар. Ах. Hello, hi. Ах. А что там? А, кузнечика, го кузнечика. А я даже не помню, как кузнечика играть. Вы там зажигалки, да, хотите? А что у нас еще Северный флот есть? Блин, про маленькое сердце. Сейчас. По-моему, блин. Ах. Сейчас так посмотрим. Мой смех обожаешь. Ну, круто. Я рада. Знаешь, вот если посмотреть мои старые стримы, когда я только-только начинала, я от волнения вообще хихикала прям просто постоянно. Прям вот у меня что-то вот вообще так было вот это. Сейчас как бы не так, конечно, но это... Как-то сейчас поменьше у меня с этим. Сейчас посмотрим. Владося, ты можешь пока подумать, что еще ты хочешь услышать. Сегодня, может быть, даже вечер для тебя будет. Вырубает. А что это безобразие? И что там, я зажигалка, тебе нужен газ? Ух, я зажигалка. Зажигай, зажигалочка, ночь пройдет. Ставишь галочку. Ты, конечно, VIP-клиент. У тебя год не было на моих стримах. А может... Я многого не знаю на самом деле. Очень многого не знаю. Угу. И некоторые песенки мне очень тяжело играть. У меня еще безымянный пальчик распорот. И я когда какие-нибудь аккорды пытаюсь взять, у меня прям неприятные ощущения в руке присутствуют. А, я помню, я пыталась все этого Харона, блин, но там же у нас прям жесткий припев, который фиг вообще. Hello, bonjour, I love you so much. Цоя? О, Цоя, кстати, мы можем. Но Цоя надо, я не все могу тоже Цоя. Ну-ка, погоди, у нас... А зачем нам вот этот аккорд? Ёбушки-воробушки. Мне казалось, я какие-то другие аккорды открывала в свое время. А тут прям какая-то жесть. Да, давай вот эту вот песенку. Неторопливо течет вода, издалека идут сюда, совсем не оставив в траве следа. Люди приходят ко мне и монету одну несут, оплатить мой нелегкий труд, и я не вершу над ними суд. Просто везу при луне на лодке темной, в серый одет нескромный плащ. Не жалуйся, не плачь, стенанья бесполезны на краю последней бездны. Мне неведомо, кто я есть, знаю только, зачем я здесь. Вода за кормой мне шепчет песнь, слышу я только ее, никому никогда не внять. Одиночество не понять, навек обреченного здесь стоять. Люди грустят о своем
Что надо, подождите, что-то там все плохо с интернетом, да? Nokia 3310. А у меня, кстати, была Nokia 3310 в свое время. Вернее, не у меня, у мамы была, но я с ней гоняла периодически в техникум. Вот. Скучал по голосу, по-моему. Очень сладкий мой, типусенька моя. Скучал он по мне. Ну, короче, все. На этом мы хороны закончим, потому что там потом он про свое ремесло, лодка и весло, и хрен там запоешь, и в натуре не споешь. Наутилуса. Блин, а слушай, я Наутилуса, конечно, знаю песенки, но у меня не совсем, по-моему, все так гладко было с ними. А здравствуйте, а привет, а привет. А вот так вот, чмоки-чмоки, вам в обе щеки. Слушал раньше рунетки, а теперь смотришь и рунетки? Прикольно. Забавно очень. Блин, а что у нас там есть у них из такого? Я что-то могу без гитары спеть. Вот некоторые я могу без гитары, потому что у меня есть одна особенность такая. Я могу очень сильно стараться не обосраться с гитарой, и получается где-то фейлю с голосом, и наоборот. Ты завелся? Врунь, врунь, врунь? Ты учишь русский благодаря мне? О, боги! Как круто! Обалдеть! Как долго я училась или что? Что это там, как долго с гитарой? Сектор газа, твой звонок? О, так это... Ну хотя да, слушай, только тут я должна тогда петь, типа, что я его ждала. Ты же мне в основном звонил, не я тебе, когда ты в своей армии-то дурацкой был. Так, ладно, хорошо, давай откроем. Как Crazy Frog поедешь. Класс. Это забавно. Это очень прикольно. Ну, давай. А вы не против, если я очечи уже сниму? У меня прям на переносице чутка давит. Да? Лижа, ты же не против? А что там, полегче с интернетом стало? Или все так же печально? И, кстати, я не сильно лохматая, а то я что-то как-то так это... Непонятно расчесалась. Не видно моих красивых глаз. Спасибо. Все, сейчас я засмущаюсь и все. Ты молчишь? А что ты молчишь? Ты спокойно слушаешь? Да? Кстати, с ушками пока что вообще печально. Я надеюсь, что я скоро добьюсь результата, и они приедут. Ну там кайфовые ушки, ты, мне кажется, и не только ты, Олег, сразу просто вообще все. Сердце запечатают в коробку и отправят мне. Да. Да, я самоучка. У меня папа играет на гитаре, и я, когда была маленькая, мне заинтересовал инструмент. Папа показал блатные аккорды, а дальше уже сами разбирались и я, и сестра. Но у нас бывало такое, что мы дома могли играть в 3 гитары. Я, сестра и папа. А вот последний раз, когда я ездила домой, да, вообще я хотела скрипку. Но меня родители не отдали на скрипку, и по итогу получилась вот гитара. Последний раз я, когда ездила к родителям, там сестра была в гостях, и я брала с собой укулеле. По итогу я играла на укулеле, сестра с папой просто сидели и мне подпевали. Это было прикольно. У тебя катка в овере нашлась? Ну, хорошей тебе катки. А мы будем петь. Твой звонок раздался ночью, я услышал в трубке голос твой, ведь я его так ждал.
о встрече попросила, да, да, я и это знал. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Не костяшница я. Я даже не разыгрывалась. Все, вот так тебе. Все, заново. Еще раз. Дурашка, блин. Что у меня какое-то настроение придурковатое. Все. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Злая ночь пугает тьмою, темный лес передо мною, да, я и об этом знал. Дико воют волки где-то, надо мне пройти все это, ад на земле настал. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Темный лес ужасен ночью, но к тебе дойду я точно, знай, мне наплевать на все. Я пройду через туманы, твой язык затянет раны, больше не надо мне ничего. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, я по твоим соскучился губам. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, но я приду, ведь ты моя судьба. Только сейчас понял, что тебе, как поэту, далеко до тех, кто писал эти песни. Знаешь, на самом деле, многим из нас далеко. Я не знаю, что они там курили, или, может быть, просто они уже написали обо всем, о чем только можно, и поэтому нам просто вообще не о чем писать. О, что-то вспомнил, Владоська. Вот у меня, знаешь, есть стих, я как бы тоже в свое время писала стихи. У меня есть такой. Сейчас свою песенку давать. Нет, давай не будем мы мои. Я стишок сейчас лучше зачитаю. Блин, только единственное, я могу в словах забыться немножко. Ну, сейчас. Блять, а может лучше взять телефон? Давайте-ка лучше я возьму телефон, потому что это будет очень печально, если я обосрусь между четверостишьями. Может быть, вы увидели там мою жопу с хвостиком, но это не точно. Так,
Сейчас. Вот. Да, косячница боится накосячить. Все, слушаем. Как построили город Москву? На останках людей через года. Как прошли через эту войну? Очень долго, зубами скрипя. Наша жизнь в море капля дождя. Много нас, но один ты ничто. Ты желаешь всем править, тогда что ж? Сначала постройка свое. Лишь сплочение истинный путь. Построение мирного вся. Ты, сплотившись, пройдешь ту войну и в конце обретешь вне себя. Как построили город Москву? На останках людей через года. Мы построим все вместе свое, и в своем обретем мы себя. Вот. Вот так. Вот такой стишок. А так, что-нибудь типа из разряда смешного что-нибудь. Обычно я что-нибудь смешное придумываю. Какую-нибудь фигню из разряда как печально, что у тебя вместо лампочек нормальных в фарах говнище стоит. Вот. Короче, вот так. Да. Ты слов не находишь. Поверь, они есть в твоей голове. Я уверена. И эх, и ах. Что будем дальше? Частушки на гитаре? Матершинные, да? Да. Когда заслепили на дороге. Я помню, я просто стишок у меня есть там. Ярко светят твои фары, но не видно ни хрена. Кочки, ямки объезжаешь, мат под нос себе бубня. Почему же так отвратно светят фары у меня? Я ж ксенон себе поставила, тихо думаешь, шуля. А тем временем другие, кто с тобой держит путь, матерятся как чумные, ненавидят твой маршрут. Вот дурак, так ярко светит. Он на дальнем или нет? Кровь из глаз скоро похлещет. Погаси свой драндулет. Почему же так отвратно светят фары у него? Потому что в его фарах настоящее говно. Эту фигню я написала, наверное, года 4 назад. Я еду на работу, зима, мне просто сзади какой-то придурок слепит, да так, что вот мне ни хрена не видно самой, что творится впереди. И единственное, что у меня полилось, это вот изо рта вот эти вот, и из головы вот эти мысли и слова. Я быстро диктофон подрубаю, записала это на диктофон. Вот, и вот такой стишок у меня есть. Веселенький. Частушки с матюками надо. Не, ну, конечно, можно. Сережа уже поет. Нет, давайте что-нибудь петь высокое. Давайте. Я знаю, что вы знаете, что я знаю. Что у нас есть? Лирика «Сектор газа», да, из такого, из романтичного. Какие-нибудь там танцы минус мы можем. Тебе продолжать? Продолжай, да. Продолжай. Все остальные стесняются, так что давай ты заказывай. Властелин над собой, но ты же и раб. Это плачущий бог, это бог в кандалах. Отпусти меня прочь, я устал. Интересно. О, надо эту. Я знаю, что Олеже понравится. Угу. Да? Да, Олежа? Угадаешь с первого раза?
Мы можем, если матершинное, что-то такое прикольное. Ты писал в детстве, начитанный. Ну ты умничка на самом деле. Ты угадывай сейчас, угадывай, какую песенку я буду сейчас петь. Тебе должно понравиться. На прошлом стриме ты даже сказал, типа, о, ништяк, разыгралась, распелась. Баре? Ну, вот. Максимум. Не, ну я могу еще БМ. Там. Восьмиклассницу я могу нам. Так-то могу, но я не все могу. То есть я не могу там от F, блин, потом переходить куда-нибудь там на вот эти там CM5 и прочее, прочее. Я могу вот этой штукой зажать и вот тут поиграть. Эта штука мне Владос подарил, кстати, да. Чтобы я могла своими культяпками нормально струны зажимать и играть. Привет, Чингисхан, привет. Эпидемию? Слушай, я не знаю. Я не умею. Я никогда не пробовала. Киша можно. Киша можно. А можно... Ну, Олежа что-то не пишет, но вообще я говорю сейчас про Агату Кристи. Вот. Ты умеешь играть, но не поешь? Слушай, на самом деле много таких людей. Я знаю, кто... Я знаю, кто умеет хорошо играть, но не поет. И как бы в том числе наоборот. Плюсуешь Кишу? Так, хорошо, понятно. Ладно, давайте сейчас Агату Кристи. А потом мы тогда это... Киша посмотрим. Я там не все у Киша могу играть тоже, ребят. Тебя отвлекает смартфон? Он тебя взял за грудки, трясет и говорит: Олежа, посмотри на меня, хватит смотреть, непонятный стрим, непонятные барышни. Посмотри на меня, пожалуйста, да? Ладно, все, погнали. Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою повезло назло. Боль — это боль, как ее ты не зови. Это страх, там, где страх, места нет любви. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою повезло назло. Завтра никуда не надо? Да, никуда не надо. Но мне никуда не надо.
Могу как для Криволапки. Ай, спасибо. Браво. Ай, спасибо. Я старалась. Я старалась как могла. Чингисхан, а почему ты думал, что будет хуже? А? Почему ты думал, что будет хуже? Ты разве не был на моих музыкальных стримах, а? Дома, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не... Че, похоже был? Да, мне тоже кажется, что был. Мне тоже кажется, что был. Так, все заново. Что-то я там ложанула. Дома, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Замученный дорогой я выбрал все из сил, все. Конец. Нормально. Могу, умею, практикую. Нормально, да? Вообще, прям со всех по лайку. Да, сейчас я оправдала все ожидания и даже свои. Всегда, да. Да, пофигу. Ничего страшного. Да ну нормально. Я же человек как бы не из тех, кто учился в музыкальной школе, там, у кого все прям как надо, по полочкам, и голос там где-то непонятно где. Наполненный солнцем смех. Ай, да, зато красивая. А когда смущаюсь, у меня щечки краснеют. Да. Авторский стиль, да, так и есть. Есть офигенные темы от эпичных до обычных прогулок. Project Zomboid? Круто. Поорать? Про что орать? Я, конечно, могу поорать. Не учили петь? Слушай, ну у вас же должно было быть там сольфеджио там или чё, хрень какая-нибудь. Я очень красивая. Ой, спасибо большое, Валентина. Очень приятно. Голос сильнее сделать? Ой, слушай, я боюсь, что я тогда буду где-то перескакивать на хрипотцу, потому что у меня не поставлен голос. Я иногда могу петь, и потом так... Прям вот так, да. Сейчас я кое-что видела в чате, Владоська писал. Я сейчас попробую побрынкать. Я сейчас тихо мурлыкаю, потому что мне надо вспомнить мотив. Ну, это я типа непонятный набор букв выплюнула.
Хрипотца заебись иногда. Я согласна, что иногда это круто, но понимаешь, когда ты вроде поешь, там как из вот это «Дайте мне белые крылья», потом «Я утопаю в омуте». Все вообще не... Вообще никак. Радиоактив. Ну, блин, я не могу такие песни. У меня такой более подзаборный стайл. Так, ладно, давай попробуем, да? Не можешь контролировать после 15 лет? Ну, потому что у тебя в этот период у тебя пошла ломка голоса. Тебе и надо было его ставить как раз. И все. И из-за этого такая фигня. Я иногда, когда пою, я могу вот здесь вот себе поджимать. Я не знаю зачем, но мне это иногда помогает, чтобы у меня моя голосина не уходила непонятно за какие там рамки. Ладно, погнали. Ты открывал ночь, все, что могли позволить, маски срывал прочь, душу держал в неволе, пусть на щеке кровь, ты свалишь на помаду к черту барьер слов. Ангелу слов не надо, мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, темные твари, сорваны планки нам, если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, там на пожаре тратили ранги, мы нету к таким, ни любви, ни доверия, люди глядят на наличие перьев, мы не ангелы, парень. Твари, может, пора вниз, там, где ты дышишь телом, брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. Мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, темные твари, сорваны планки нам, если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы слетели. Мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, там на пожаре тратили ранги, мы нету к таким, ни любви, ни доверия, люди глядят на наличие перьев, мы не ангелы, парень. Под купол, так же скрипя и плача, лишь бы до кукол, взглядом, а как иначе, мелко по трубам, в небо не бы дороги, больно и глупо, но твари летать не могут. Темные твари, сорваны планки нам, если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, там на пожаре тратили ранги, мы нету к таким, ни любви, ни доверия, люди глядят на наличие перьев, мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, темные твари, сорваны планки нам, если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы не ангелы.
жаре. Тратили ранги мы нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев, мы не ангелы, парень. Иногда у меня прям аж мурашками тело покрывается. Когда поешь еще, когда ты вникаешь в какой-то текст, и просто вот иногда бывает, ты понимаешь, что сейчас где-то в чертогах разума что-то бомбанет. А там бегал мой зайка. Лучшая косячница, да. Я лучшая косячница, спасибо. Я стараюсь, как обычно, вот как могу. Молодец, нормально? Класс. Хорошо. Что дальше? Что делаем дальше? А? Браво, браво. Ай, спасибо. Я старалась. Нет, правда, на самом деле, иногда иногда стараюсь. Иногда не очень стараюсь, а иногда очень даже стараюсь. Не знаю, как вам, а мне уже жарко в пижамке. Вам, наверное, не жарко, а мне прям пипец как жарко. С пивом потянет? Пятница солдат? Ой, слушай, я солдат, что-то там тара-тара-то, и у меня нет ноги, мне отбили ее сапогами. Но я ее... Я что-нибудь вот этого на поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой. Вот это я еще могу. Как оказалось, я могу даже Катюшу на укулеле чуть-чуть играть. Мне в голос надо? Навряд ли. Прям на самом деле навряд ли. Я могу только вот определенный репертуар петь. Так, вот так. Как-то так. Как-то так произошло. Ну, кстати, да, есть же, ну, типа, что без образования там идут, что-то там поют, мурлыкают, там тыры-пыры. Как вариант, конечно, может быть, и можно было бы, но я могу это только на работе ходить по коридору петь. Пошел дальше? Ну все, давай, бай-бай. Заглядывай еще. И, кстати, Дима, не надо разжигать костер дома. Это чревато. Спички детям не игрушки. Так что вот, ай-яй-яй, нельзя. Что у нас еще есть интересного? Можно про родину. Миледи Джу прекрасно пела. Сейчас не поет, а почему не поет? Сладких снов, Чингисхан. Пока-пока. Можно эту. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом на заводе был и штаны носил прямо на скелет. Но теперь меня это не трогает. Я люблю свою родину, вроде, но я пахал на работе безвылазно. Удивительно, поразительно, как легко свою жизнь превратить в вино. Я хотел бы грузинской и в кино, и на солнечном пляже валяться, но я не потяну на зарплатину 3 билета в южную сторону. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом на заводе был и штаны носил прямо на скелет. Но теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде да. Да и не был я, в общем-то, никогда не в Гренландии, не в Америке. Что ж теперь мне убиться в истерике? Там я знаю из фильмов, что тоже врут. Даже орки и гоблины там живут. А у нас есть зим в жанре фэнтези.
2 стакана и будет все на мази. Я люблю свою родину, вроде бы я полжизни рабом на заводе был и штаны носил прямо на скелет. Но теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, ё-моё. А кого же еще, если не ее? И модели ее, и дороги ее. Что-то есть в ней такое, совсем свое. Можно и про полян, да про тополя. Это дело не хитрое, вуаля. Я бы точно смог, только точит для... Чё? Да. Заставляя меня начинать с нуля. Я люблю свою родину, вроде бы я полжизни рабом на заводе был и штаны носил прямо на скелет. Но теперь меня это не торкает. Офигеть! Как оказывается, я могу и без подготовок нормально, более-менее играть и петь. Невзирая на то, что я, когда я эту песню последний раз вообще пела? Я не помню, может, год назад? Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктору нажми на тормоза. Не, я к маменьке родной, слепой и голодной, спешу показаться на глаза. Бай-бай, кто уходит? Бай-бай, goodbye. Love you so much. На 3-м стриме, по-твоему? Слушай, я не помню. Светит незнакомая жа-жа? Не, я вот это сам там пой, маршируя по залу. Так, подожди. Давай сейчас кое-что попробуем. Кое-что сделать. Нет, сильно пискляво. Это песня сегодня про то, что натворила Sky. Значит, я приехала домой, а у меня есть витамины. Они в пакетике. И, значит, такой маленький пакетик, там, господи, вот знаете, как когда в кофейне там кофе покупаешь, и у них сахар. Просто берешь такой пакетик, высыпаешь. И вот типа вот такого пакетика у меня витаминки. И, значит, она достала коробку, а я ее вот вроде в тумбочку убрала. Понятно, что там не выдвижной ящик, а так туда поглубже убрала в тумбочку под телевизором. Она, значит, заскучала что-то. Я же сегодня поздно приехала домой. Она достала эту коробку, разложила на диване все, значит, рассыпала там, пыталась, видимо, себе дорогу сделать, вот это все занюхать, залезать, не знаю, что там. И, короче, все, это про нее. Да, песенка. А у меня во дворе ходит девочка с каре. Она любит мефедрон, она любит мефедрон. А у меня во дворе ходит девочка с каре. И я так в нее влюблен, и я так в нее влюблен. Я глаза уберу с потолка в голове. Я касаюсь твоих губ языком. Никогда меня мама убедит ты того, но я знаю, она врет, она врет, она врет. Все равно, почему ты не хочешь с нами движ? Просто ходишь и молчишь, просто ходишь и молчишь, и не тупишь. Почему ты не хочешь с нами движ? Просто ходишь и молчишь, просто ходишь и молчишь, и не тупишь. А у меня во дворе ходит девочка с каре. Она любит мефедрон, она любит мефедрон. А у меня во дворе ходит девочка с каре. И я так в нее влюблен, и я так в нее влюблен. Я всегда думал, дым в облаках в голове. Ты сигаешь на меня свысока. Навсегда меня мама убедит ты того, но я знаю, она врет, и я вижу твой полет, твой полет. А у меня во дворе тело девочки с каре, тело девочки с каре обнимает
дело, девочки с каре обнимают как барен, а у меня во дворе ходит девочка с каре. Она любит мефедрон, она любит мефедрон, а у меня во дворе ходит девочка с каре. И я так в нее влюблен, и я так в нее влюблен. Так вот, захожу я, а у меня на диване сидит девочка не с каре, но она любит мефедрон и жрет мои витамины. Она сегодня была прям вообще вечером мега молодец. Витасы закричать, чтобы мониторы полопались. Нет, подожди, я еще не выбрала новый монитор себе, поэтому давай пока не будем рисковать с этими двумя. Один как бы рабочий, мне уже на работу надо возвращать будет. Зачем это? Зачем нам вот это все дело, а? Я тут листаю, у меня периодически проскальзывает фантом. Помню, как мы исполняли фантом на одном из стриме, и просто потом был шквал просто: Катя, ты где вообще эмоции? Ты чё вообще? Чё ты пела там? Как? Почему? И больше мы фантом не пели. Ни на одном из стримов, по-моему. Не, Витаса, кстати, мы не будем. Мы можем что-нибудь из Невитаса. Да. Кстати, Олежа, ты там? Как тебе игры с освещением, а? Пели, да. Пели. И пели, и пили. Да ну... Чё я там исправлялась? Там фиг исправишься. Ты тут? Блин, а я и забыла, что я хотела. А, да, кстати, как тебе с освещением? Я уже не такая бледненькая. Луп-луп глазенками своими. Те? Кривляка я, да? Ладно, я пока полистаю что-нибудь. Про игры с освещением? Нет, я не про игры с освещением, я про игры с освещением. Про игры с освещением. Ой, я наткнулась на песенку. Словом не кривить, ладить напрямик, песнями латать, души горемы, сердце сокрушать, как луну заря. Научи меня, Родина моя. Выгляжу получше? Я красотка, да? Я напрашиваюсь на комплименты. Крест не уронить, гнуться ног держать, а коли уронил, так суметь поднять, доценить тепло твоего огня. Научи меня, Родина моя, через дожди, через воду туч льются на землю твои лучи, так свистопляс городов милует трепет свечи, так сквозь асфальт колосится жизнь, так сквозь столетия звенит завет, там, где кончается мир, начинается свет. Правдой дорожить, лучше не потакать, дальних не судить, ближним помогать, с тишиной сойтись на исходе дня. Научи меня, Родина моя, через дожди, через вату туч льются на землю твои лучи, так свистопляс городов милует трепет свечи, так сквозь асфальт
асфальт колосится жизнь. Так сквозь столетия звенит завет. Там, где кончается мир, начинается. Через дожди, через вату туч льются на землю твои лучи. Так свистоплеск городов, милые трепет свечи. Так сквозь асфальт колосится жизнь. Так сквозь столетия звенит завет. Там, где кончается мир, начинается свет. Ху-ху. Любимая песня твоего дедушки и ранней порой мелькнет за кормой знакомый голубой платок. Слушай, я что-то такую песенку не знаю. Надо гуглить. Я вообще что сделала? Я открыла то, что я готовила когда-то на старые стримы, еще когда на хентайке мы музыкальные стримы делали, и просто листаю, что там есть. Я наглая мордаха. Да. Засыпать? Кстати, эти будут, АП будут на арию. Если будет ария, то там сразу же будет. Почему-то звери вот любят сразу жалоба, авторские права. Красавица. И так еще нет бы мило поулыбаться. Типа, yes! Выпросила, да. Давай дальше что-нибудь полистаем. Да, хиты есть. На самом деле, да. Добилась своего, да. Я всегда своего добиваюсь. Можно лирику. А чё мы сегодня ничего на уклейке не играем? Не хочу, наверное, да? Давай этот. А вообще как, нормально гитару слышно? Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел в лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. Эротичный лунный свет. А почему? Нет, что попало? Да, я эксплуататорша. Давай с этого, с перебора. Эротичный лунный свет запретит сказать тебе нет, и опустится плавно на пол все твое белье. Шум деревьев или ветер ночной, стон заглушат твой и мой, и биение сердца, пылающего адским огнем. Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму
Твои следы на постели напомнят про счастливую ночь. Твои бедра в сиянии луны. Все, я с боем не могу почему-то в куплетах. Все, хватит. Нет, мы будем ее заканчивать. Твои бедра в сиянии луны, так прекрасны и мне так нужны. Кровь тяжелым напором ударит прямо в сердце мне. Губы, почему губы там? Груди плавно качнутся в ночи. Почему у меня губы? Два пылающих тела сольются в ночной тишине. Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родной. Все, я там увидела слово жопа, и все. Я не могу. Блин. Олег, блин. Все. Ты знаешь вот слово, какое надо ляпнуть, чтобы все, Катя просто в закатку ушла. Я покраснела, да, наверное? Все. Комплимент — это не просто слова. Подожди. Самый слепой и глупый народ — режиссеры и сценаристы? Потому что меня не берут в кино. А я, кстати, когда была юна, и просто юна, я подавала анкету в модельное агентство. Я хотела, я думала, типа фотомодели, там, чё кого. Короче, я ростиком маленькая. Может быть, в принципе, куда-нибудь бы я и подошла, но по итогу как бы я коротышка. Вот так. Стоп, слово так сказать. Да, сказали, если хотите, чтобы Катя обратила внимание на чат и на вас, надо писать слово «жопа». А если вы напишите через «ё», то все просто. Это прям 10 из 10. Я и сейчас юна. Ой, это так мило. Давайте продолжим. У нас сегодня такая вип-романтика, да? Мы в узком кругу. И я пою, что хочу. Это твоя вода напоминает мне всегда, что случилось той весной, когда встретились с тобой. Это громкая капель напоминает тот апрель. В нем были только я и ты, и для нас цвели цветы. Это первая гроза напоминает те
чай не попила. И надо, короче, между песнями не забывать делать глоточек чая. Желательно горячего, но он уже такой тепленький. Привет, привет. Что происходит? У нас происходит игрательно-болтательная фигня. Я, короче, брынчу на музыкальных инструментах, на которых только могу. Кстати, про карие глаза. Есть же песенка про меня, которую я обычно, типа, ну, вот песня про меня, и начинаю. Мои карие глаза. Плотно на стуле жопой сижу, в этой тяге нет. Так точно. Кстати, да, кстати. А кстати и не кстати. Где там мои карие глаза? Блин, а можно было бы на самом деле-то и арию забабахать, но так что-то не хочется. Чтобы пролетало. Жалоба. Твои карие глаза. На чем играть умею? На гитаре и на укулеле. Кстати, мы можем... Ну-ка, погоди, а ее я на уклейке могу? А там с боем, по-моему, не все так гладко у меня. А как це? А мы потом кукушку на уклейке. Ты не любишь арию? Ну и ладно, значит, не будем петь. Да, лучше мы ее на гитаре сыграем, а я потом кукуху на уклейке сыграю. Еще я чуть-чуть могу на пианино играть. Мастер отрывашек. Да. Я уже запарилась в своей пижаме. Я сегодня, короче, так замерзла и приехала домой, сразу залезла в пижаму, залезла в теплые носки и прям такая, тю-тю-тю-тю, как мне холодно, жопка замерзла, ножки замерзли, ручки замерзли, все такое. А все, а сейчас я согрелась. Нет, я понимаю, что это вкусовщина, как бы, но арию все равно мне достаточно тяжело петь, как бы там ни было, как бы я там не росла на арии, ну, я и на Рамштайне, скажем так, росла, да? Ладно, давай, будем струны рвать. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить.
А потом, помню, было мне 10 лет, я копил на новый велосипед. Душевненько. Ну, вот такой вот, да, у меня репертуар. О, кстати, мы на уклейке можем эту любимую песенку всех времен и народов. Я надеюсь, я с аккордами все правильно помню. Да. Я помню даже аккорды как зажимать. Блин, сколько... Когда мы на день рождения моё, да, играли на инструментах, прошло уже, блин, почти 2 месяца. А руки не забыли. Ансибала Вида, слушай, я ее пыталась, но за нее, во-первых, нам, может быть, придется либо вырезать кусок из стрима, либо вырезать кусок из стрима. Ее только на пианинке я более-менее могу. Хлоп-хлоп. Дружно хлопаем в ладоши. Всем спасибо, план хороший. Дурная баба. Да? Кто такая Элис? О, что это за девочка и где она живет? Вдруг она не курит, вдруг она не пьет. Ну а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Элис. Папа у меня классно играет. А какие там аккорды, надо посмотреть. Я слова-то, может быть, и знаю. Я так-то много, да, музыки знаю. Непокорная моя любовь любит не меня уже который год. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли и слова вслух. Люби меня, люби жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Люби меня, люби, люби меня, люби, люби меня, люби, люби меня, люби. Непокорная моя любовь любит не меня уже который год. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли и слова вслух. Люби меня, люби жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Люби меня, люби жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю. Ху-ху. Ты хренов балалаечник? Ты плясать начал? Круто. Это круто. Да, посмотрим. На самом деле, мне надо, да, немножко где-то расширять репертуар, там, тры-пыры, все такое. Тренироваться. Видишь, мне надо тренироваться. Я тут как бы
Даже когда-то давно пыталась песенку одну. Я не знаю, сейчас у меня получится, не получится. Ща. Блин, я, наверное, вообще уже лохматая чучундра, да? Пластилина любовь, которую, как мне казалось, я выдумал сам, и она получалась. Цвета, которые мне... Нет, все. Ну, понятно, да? Михей Джуманджи, сука, любовь. Взгляд попроще. Ну, я внимательно на аккорды смотрю. Ах. Что? Супер ай или ах? Где? Где? Сейчас, погоди. Да все уже. Не буду. Вот как битва покажет, где боль, на рану как соль, сука, любовь. И вот надо мне, короче, разыгрываться. Иногда мне надо слушать песню, а потом только, ну, там под нее. Как я Бонни начинала. Я Бонни себя подрубала в ухо и пошла. Так и с этим надо. Ауч. Так, мы что хотели? Что хотели? Все, дальше листаем что-нибудь, да? А мне кто-нибудь сделает горячий чай? Ай. Соберись, ляпка. Я соблалась. Так, подожди, что у нас еще есть из такого прикольного? Пофигу, что мы же, блин, мы на хентайке все эти песни пели. Поорать хотели? Поорать? Нет. А чё орать? Делиться хорошим настроением? Делюсь. Я та еще кукунтя. Чё у нас? Джинсы порезаны, лето, 3 полоски на кедах под теплым дождем. Ты снова лучше всех, отдачу маму, билеты мы переживем. Подожди, ББ. Странно. Надо посмотреть аккорд. О, нифига. Ну зачем же такая любовь, что не сбудется, не получится? Ну зачем же такая любовь, что не нравится, обижается? Ну зачем же такая любовь, что не сбудется, позабудется? Ну зачем же такая любовь, что не нравится, получается? Прикольно, да? Че надыбала? Какие песни, блин, прикольные тут. О, даже луч солнца золотого. Во, веселое. А только там Е7, погоди. А я, наверное, на Е его переделала, да? Это надо в мае петь. Прям. Когда яблони расцветут, я приду к тебе с цветами. Ты посмотришь в окно, я уже тут, стою с босыми ногами. Ты скажешь, как хорошо, что ты пришел с цветами.
но только я не пойму, что с твоим? Ну, блин. Да, я именно так. А нет, вот это. А нет, не, вот это. А, видите, вот это классно, да, и потом я сейчас совершенно другую пою. Да, через полкуплета. Да не, херня, не будем петь. Ладно, давай припев. когда яблони цветут, всем девчонкам нравится, теплые им цветы дарили красивую красавицу. Все. Приехали. Не очень песня. Не будем ее петь. Ух. Ладно, хватит ржать. Да? Не, ну я зато делюсь хорошим настроением. Возможно. А, что я хотела? Я хотела кукундю, да, на уклейке. Кукундя. Где у меня кукундя? Может, что-нибудь потом из Би-2. Блин, я в свое время... Вы знаете песню у Би-2 молитвы? Тише, души на крыше, медленно дышат перед прыжком. И, короче, я ее как-то пыталась, у нее аккорды несложные, но... Да, все, короче, мимо струн трунит. Песня Г. У Кати лапки. Все. И... Короче, я не могу ее голосом вывозить. Потому что там потом начинается. Все, кроме любви, вся наша жизнь так далеко. И т.д. Обернись, мне не встать без твоей руки. Что-то там тара-та-та-ра-та-та-та. Да? А как у меня, подожди, у меня открыта кукунья с аккордами для гитары. А давай откроем кукушка на укулеле. Там немножко другие аккорды. Вспоминал меня, когда слышал? Прикольно. Бля, ДМ. А, вспомнила. А я уже все. Я уже, наверное, устала. У меня уже что-то какой-то голос такой. Я не могу прокряхтеться. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Песен еще не написаны. Сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня.
пойдет по следу одинокому. Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался светлой памяти, в трезвом уме да с твердой рукой в строю. В строю. Солнце мое. А что раньше надо было? Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь. Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи терпеливые подплеть. Подплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Не, ну все возможно, но она такая, конечно, там надо что-то более басистое, а не такое мурлыкающее непонятное. Как бы тут я даже не поспорю. Да. Но ты бы слышал, как мы пели ее с моей сестрой и папой. Это было вообще божественно, просто божественное мероприятие было. Папа еще сидел там на столе, что-то тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Мы хотели сначала, чтобы он на гитаре, я на укулеле, но у него гитара испаночка, она басистая такая, а уклейка-пищалка, и как бы, ну это вообще что-то как-то не алло, выглядело все дело. Нет, я на уклейке играла, алло, ну Влад, было все так, как я говорю. А что еще мы можем из такого веселенького? Бла-бла-бла. Вот так тебе язык показала. Фырки, 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 фырки. Нету бонга. У нас нету бонга. Бинго-бонга. Ну-ка. Блин. А там аккорды-то простые. Что за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет, но Надо послушать. Поезд в огне. На ложечках, да, смогу. Поезд в огне. Мне надо, во-первых, гуглить, что это за песня. Во-вторых, надо слушать. В-третьих, надо смотреть аккорды. И да. И потом я смогу что-то сказать вообще по этому поводу. А я еще, знаете, что пыталась? Открыла на работе. Я иногда к чему-то так серьезно отношусь. А в смысле? Серьезно? О боже, а как это? А как там бой вообще? Арррр.
Не, все, до свидания. Я лучше что-нибудь другое. Я хотела построить патрон Мияги, но что-то там как-то аккорды очень простые, а как с этим делом не запутаться, хрен бы его знал. А к чему я серьезно отношусь? Я, наверное, очень забавный, да, когда к чему-то серьезно отношусь. Будем Бонни петь? Ты все, что мне нужно. О-о-о-о-о-о. Ты все, что мне нужно. Нет, да, нет, да. Надо мне посмотреть разные песенки у Мияги еще. Что там можно несложного сыгрунькать у них. Я рассказывала, да, что я как-то пыталась... Да, глаза строю. У группы... Сейчас скажу, что за группа. Animal Jazz, у них есть песня «Чувства». Я пыталась эту песню научиться играть. Но все безуспешно, потому что у меня по какой-то причине мои кривые культяпки не могут нормально вступать в аккорды, когда надо. Да, ты пургу ляпнешь, а я с такой серьезной мордочкой разбираю. Ну, может быть. Я, в принципе, серьезно достаточно леди. Чё ты уж прям так? Я почти ко всему отношусь серьезно. Просто иногда выгляжу несерьезно. А так серьезно. Ну так что насчет Бонни? Дурманом ночью снова душу отравим. Мы в невесомости, мы крылья расправим. Узлами крепкими мы связаны будем навеки, сука. Заходит, да? Ладно. Все, я не отвлекаюсь на чат. Я исполняю заново. Дурманом ночью снова душу отравим. Мы в невесомости, мы крылья расправим. Узлами крепкими мы связаны будем навеки, сука. Любовь этим забытым миром правит. Извилины дорог пытались запутать меня, но если один убежишь, ломая преграды, кляня, словно Бонни и Клайд, готовы убивать за эту жизнь, которая мне подарила тебя. Рассветы, серенады, прошлое не ворошим. И жаркая зима, дворы снегами вдруг запорошим, по ветру раздувая пепел ради всех святых. И сердце стук без тебя будто бы притих. Подари мне любовь, разбивая руки в кровь, и я готов быть твоим ветром попутным. Приручи мою душу, я прошу тебя, послушай сердце зов. Ты все, что мне нужно. О-о-о-о-о-о. Ты все, что мне нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты все, что мне нужно. Я болен тобой, я готов быть талисманом в груди. И в жизни, как в поле, не воин, если я один. Подобраны пароли, ты мой ангел воплоти. Расправили крылья, лети, но мне не верится, стелится земля под ногами, пелена. Времени мало манила меня, ты облаками слепленная.
узлами крепкими связаны с тобою, боли нету более. Чё? Тайм-кодики с песнями? Фыр, простите. Заново, там где-нибудь, где я обосралась. Да, есть. Тайм-кодики есть. Да я что-то отвлеклась, и как-то у меня так шлеп, и все, и мозг прям просто шлеп, и все. Сама же сказала, я не буду отвлекаться на чат, и что-то кубрица, блин. Ты кайфульку словил? Нет, все заново не будем. Давай. Извилины дорог пытались запутать меня, но если один убежишь, ломая преграды, кляня, словно Бонни и Клайд, готовы убивать за эту жизнь, которая мне подарила тебя. Подари мне любовь, разбивая руки в кровь, и я готов быть твоим ветром попутным. Приручи мою душу, я прошу тебя, послушай сердце зов, ты все, что мне нужно. Ты все, что мне нужно. Ты все, что мне нужно. Да, все. Вот так. Угу. Закончим на этом. Я о чем-то думать начинаю. Я не могу поймать мысль, о чем я начинаю думать, и все, просто у меня глаза начинают куда-то. Я уже не смотрю ни на аккорды, я не смотрю ни на текст. Все, там где-то там какой-то ящик открывается, из тумбочки достается дело, и начинается перелистывание каких-то материалов. Кусь. Ладно, хорошо, все, спели. Я косячница, да, так и есть. Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Но я ее не знаю. Только прибалдеешь. Ну блин, давай что-нибудь без гитары. А? Давай что-нибудь правда без гитары. Можно же под минус что-нибудь захерачить. Какие-то мысли, вообще не говори. Какие-то мысли сбивают с толку. Зачем эти мысли? Они не нужны даже волку. Ауф. Все, начинается какая-то непонятная рифма. У Кати мозг коротит. Туц. Ну давай, чё? Матерные частушки? Ты хочешь матерные частушки? Ну зачем? Может, что-нибудь миленькое? Может, что-нибудь хорошее, доброе? Я даже не знаю, что сейчас я полистаю. Что тут у меня осталось из предыдущих каких-то песен и плясок. Но ничего не слава тяжелые тучи. Но ты это не любишь, поэтому мы не будем это петь. Слипкнот я не умею. Белая скатерть, разбитые блюдца, девочка плачет, девочки смеются. Белая скатерть, разбитые блюдца, девочка плачет, девочки смеются. У неба есть небо, у моря есть море, у ней никого. Цветные портреты и полки с кассетами, нет одного. Белая скатерть,
разбитые блюдца. Девочка плачет, девочки смеются, белая скатерть. Разбитые блюдца, девочка плачет, девочки смеются. Весна тротуарами строит всех парами, слепит глаза. А на обочине грустная, очень пустая ваза. Белая скатерть, разбитые блюдца, девочка плачет, девочки смеются, белая скатерть, разбитые блюдца, девочка плачет, девочки смеются. У неба есть небо, у моря есть море, у ней потолок. Цветные портреты и полки с кассетами, телефонный звонок. Белая скатерть, разбитые блюдца, девочка плачет, девочки смеются. Это про меня, да? Да, песенка про меня. А чё без гитары? Давайте что-нибудь. Накидывайте. Накидывайте мне на вентилятор. Было сыграно неплохо. Спасибо. Не, у меня иногда нормально получается. Классно было. Спасибо. Можем это, от чего Владося будет рыдать, как сучка. От начала всех времен, от начала всех имен, между мраком и огнем крутится земля. Дураки и мудрецы. Да, Владось? Да, я нечаянно. Давай заново, блин, что-то я это... Дураки и мудрецы, храбрецы и подлецы проживали день за днем в мире без меня. Небо, солнце, земля в мире без меня. Люди, дни, города в мире без меня. Началась здесь жизнь моя, я живу и вижу я, как сменяя свет на тень крутится земля. Но минуты любят счет, мое время истечет, и наступит новый день в мире без меня. Небо, солнце, земля в мире без меня. Горы, реки, поля в мире без меня. Люди, дни, города в мире без меня. Был и будет всегда мир, где нет меня. Жизнь и смерть круговорот. Подожди, да. Мое время
истечет. Там, по-моему, просто... И наступит новый день. Да ну не реви ты там. Все же нормально. Это же было давно и неправда. Бе-бе-бе. Контрольный дед Максим сразу всех накроет, да. Еще надо с харизмой. Прям, что он прям ух. И все ух. Да? Туц. А я даже не знаю, что есть такого еще это есть прикольного. Ну-ка, давай что-нибудь. Сейчас я вот так сделаю. Тычка. Чат верну. Вот это сюда заберу. И так, Би-2. Блин, мне так нравится песенка одна. Би-2 и Сплин. Привет. Да. А чё мы там играли? Мы Варвару, по-моему, да? Пели. Ну-ка. Просто обидно шаги одиночества слышать. И страшно подумать, и вряд ли я жизнь доживу. Готов был бежать на край света. Но ты... А почему там на FM, блин, переходим? Ладно, короче, пофиг. Такая, а почему? Ай, ладно, неважно. Какие там милые обсуждения. О, моя любимая же. Моя же любимая, серебро. Да, это был не мой аккорд просто, и все, и уху, погнали на другую песню. Я не вернусь. Так говорил когда-то, и туман глотал мои слова и превращал их в воду. Я все отдам за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу. Не потерять бы в серебре ее одну заветную, не по себе. От этой тихой и чужой зимы
одну заветную. Так-то. Ну, там еще куплетик был, но ладно. Без него. Разболелась голова от брынчания. Thank you very much. I love you so much. Так, Олежа, ты отходил? Что ты... Да, ты много пропустил. Ты пропустил то, что я не смогла Варвару спеть. Ну все пропустил. Мне еще, кстати, это... Я безумно люблю сплин, но я вообще не могу со сплинами на гитаре. Там вроде ничего такого сложного. Вроде все прям пустяковое. Но вот прям в упор не могу. Не получается и все. То, блин, где-то с голосом обосрусь, то из куплета там в припев не могу перейти нормально, то еще какая-нибудь фигня. Короче, бывает. Бывает. Это все отмазки, и когда фейлю, типа, это вот по вот этому вот. Это потому что вот так. А еще я сказала, не сказала, мне очень нравится песня совместная у Би-2 и Сплин Феллини. О, просто вообще божественный трек. Любая хорошая песня с меня. Ой. Ступор. Просто ты ввел меня в ступор. Хорошая песня. Катя сломалась. Надо что-нибудь про любовь. Такие песни стопудово хорошие. Ну, это грустное будет. А чё, давай танцы минус тогда загуглим. Я учителем, ой, с меня, я думаю, херовый учитель. Ну, я что-нибудь, конечно, могу где-то помочь, там, подсказать. Так, ну-ка, вот это. Сейчас. Феллини топ, да. Но вот с ней я уж точно, я ее никогда не смогу. Я ее даже петь-то иногда нормально не могу. У меня, блин, иногда в машине подрубишь, что-нибудь там сидишь. Я еще, когда партия Сплина, я нормально. А когда партия Левы, просто там... Как ты это поешь, чувак? Тебе бы аккорды на табах понять. Да ты зайка, так там... Ну давай я тебе объясню, там очень просто. Так, нет, это мы не будем. А давай правда, вот все, вот прям, это же правда будет. Это же прям то, как у нас есть сейчас на самом деле. Ночного огня под огромной луной темный лес укрывал нас зеленой листвой. Я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарил. Свет далекой звезды, песни птиц
почему конфету? Почему конфету? Половинку конфеты. А что у нас еще есть? Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Да. Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там. И не рыбы вместо рыб, и не люди вместо нас. Город был, остался дым, город просто погас, город просто погас. И остался лишь он, запах тела твоего звон. Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова с холодным запахом зимы. Промотаю. Еще чуть-чуть. И не птицы вместо птиц в облаках о тебе эту песню поют, вовсе не о весне. На холодной земле, населенной извне, приземляются они, инопланетяне. Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова с холодным запахом зимы. И не рыбы вместо рыб, и не люди вместо нас. Город был, остался дым, город просто погас, город просто погас. И остался лишь он, запах тела твоего звон. Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы, считаю дни, я должен ждать. Цветут цветы среди огней, среди чужой большой любви. Цветы глаза, цветы слова с холодным запахом зимы. Остался лишь р. Просто наушник выпал из уха, понимаешь? Поэтому р. Так. Как кисло так. На ушко. Сейчас я так. Потому что что? Потому что котейка на ушко мурчит, да? Няка-няка, да? Ну чё? Что-нибудь еще будем петь? Что-нибудь еще хочется? А что я еще умею? Я не знаю, что я еще умею. Кто подъехал? Непу, 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 непу. Ай. Что я еще помню на струнном инструменте? Oh, thank you, thank you.
Жи-жи, ши пиши через жи-жи. Жи-жи. Знай, это любовь, с ней рядом Амур крыльями машет. Знай, это любовь, сердце не прячь, Амур не промажет. Да? Короче, все походу, да? Вы ничего не просите, вам ничего не надо. Набор букв я не понимаю, да. Я вообще... I'm nicht verstehen. Nein, oder schlecht. Ты хочешь научиться 3 трекам? Ты зря вот это хочешь. Тебе надо научиться 3 блатным аккордам для начала. Знаешь, когда мне бы разучить 3 аккорда, ведь 3 аккорда не так уж мало. Я бы была как Земфира, я бы играла на гитаре. Тебе надо сначала... петь все хочешь? Как у Сплинов. Пой мне еще. Ла-ла-ла. Ла-ла. У меня все, кони побежали по клавиатуре. Я пошла гуглить Земфира. Меня убивают, такое бывает. И луна убивает, и меня убивают. Нет, тебе надо научиться сначала основным АМ, ДМ, ЕМ. Под минус. Я минус не подбирала. Ой, там потом будет фигово с переходами. Что ж такие аккорды-то печальные? Луна убывает, такое бывает. Я иду стричься, меня убивают, из земки стреляют в левую мышцу и не попадают, что тоже бывает. Сбиты прицелы, и я улыбаюсь, живу и не старюсь. 14 целых лет. До свидания. Все. Я дурачиться уже, да. Как ребенок чуть-чуть. Олег вот все, Олег понимает меня. Мне уже можно, правда, откладывать инструмент и что-то там больше, наверное, рассказывать и балякать-то полякать. Потому что, правда, уже подоставать такая. Не, ну я сегодня някушка, да, такая в пижамке, ня-ня. Все. Йоу, мазафака. Сейчас, погоди. Сяду поудобнее, вот так, все. Можно еще взять в обнимку Тотора и все, и сидеть с ним. Все. Давайте просто говорить. Бестолочь, да? Сидела полчаса назад, говорила, как мне жарко, напялила капюшон, чтобы вообще с ума сойти. Еще и мягкую игрушку обняла. Ну, истинная дама, да? Зато повоображать я вообще мастер-фломастер. Тотор лишний? А кого надо обнимать тогда? Мне... Кто я? Кто я? Кто это? Не знаю, кто это. Бабища какая-то. Сумасшедшая женщина. Не, на самом деле у меня может... ну, там, кто меня достаточно хорошо знает уже, у меня, когда какая-то напряженка там в работе, какие-то там, например, тяжелые дни, там мозг сильно много где-то думает, у меня потом в конце недели просто прострелы и коротыши. Какой из этих двух лишний? По всей видимости, тот, который в капюшоне сидел, надо оставлять вот этого, и он такой будет там что-то там Песни петь и веселиться.
Да? Где у тебя нос? Пуп. Сумасшедший вообще, да? Я даже не знаю, мы можем что-нибудь спеть даже... Ой, а знаете, какую песенку я люблю? Все, понеслась. Умогените кто-нибудь эту женщину. Вот ради бога, умогените. Мы же можем открывать караоке. И я буду петь на 100 баллов. Потом будут бурные овации. Да, понеслась душа в рай. Моя любимая песенка у одной группы есть. Я сейчас открою аккорды. Но там все хреново с аккордами. Для моей лапки, по-моему. Мы когда гитарный строй поднимают, утром побрончал, потопал работать. Пришел с работы опять брончать. У тебя пальцы, кстати, ты аккуратнее, у тебя пальчики будут болеть. И ты на чем сейчас? На нейлоне? Или на металлических струнах? Когда ты начинаешь, только учишься, лучше бери нейлон, он расстраивается быстрее, но пальцем мягче привыкать лучше. Так вот, значит, у нас, я когда на работу вот вышла на эту, на которой сейчас работаю, в первый же год сразу же на новогодний корпоратив, состоялся корпоратив, новогодний праздник. И, значит... нет, вру! Это мы на день рождения компании поперлись, короче, в кафешку. А я вся такая стесняюсь ведь. Я очень стеснительная и очень долго привыкаю к людям. Хай, бонжур! И, короче, значит, на чем я остановилась? Мы пошли в кафешку. Ну и, значит, надо пить. Ты ж поешь, надо пить. Я, не, я стесняюсь, там еще какие-то всякие люди разные в этом заведении, на меня кто-то смотреть будет. Не, я не. Ну, короче, там, я извиняюсь. Там было, короче, пофигу вообще. Стесняюсь, я смущаюсь, я не готова, я или готова. Все, там заказали песню, вытащили меня просто за руку, микрофон на, пой. Я стою около этого диджея. Песенка, короче, «Ночные снайперы» Зазноба. Ну, я пою-то ее круто, но там прям голосина дрожала от страха. Все потом, молодец какая девочка, молодец. Но я потом села, вся 10-м потом исхожусь, в уголок забилась, и можно мне, пожалуйста, уже домой? Вот такая вот я на самом деле. Да, кстати, Олежа, молодец, правильно ты говоришь, когда кровь просто из пальцев начинает идти, и тогда начинаешь понимать, о чем говорят. У меня, кстати, сейчас вот стоят сейчас посеребренные струны, а маленькие мы, когда были, мы на нейлоне учились играть. Вот уклейка у меня на нейлоне. Да, нейлон быстро расстраивается. Ты, там 2-3 песни, она уже может... нейлон более мягкий, такой более эластичный. Понятно, что металлические струны, они более грубые, пальцем прям тяжело. Потом, конечно, когда у тебя пальчики привыкнут и будут более грубые подушечки, тебе будет попроще. Назгул, привет. Наконец-то ты заглянул. Я уже тебя потеряла. Где пропадал? Мы можем, кстати, без минуса спеть. Ты дарила мне розы, розы пахли полынью, знала все мои песни, шевелила губами, исчезала мгновенно, не сидела в засаде, никогда не дышала, тихонько в трубу. Мы скрывались в машинах равнодушных таксистов,
По ночным автострадам нарезали круги. Ты любила холодный, обжигающий виски и легонько касалась горячей руки. Мне, кстати, даже говорили, что типа голос чем-то похож на голос Арбенина, и типа прям прикольно получается. Ты на блядки ходил? Ну, прикольно. Не, ну это полезно. Это полезно. У тебя металлические. Ну, я тогда тебе рекомендую купить нейлоновые струны. Потому что с металлом у тебя просто, правда, будет все в мозолях. Если ты будешь каждый день играть, то у тебя прям будет, ну, жестко на самом деле. Новичку лучше начинать с нейлона. Прям правда. Они даже, мне кажется, в музыкальных школах с нейлона начинают. Да? А чё мы завтра? Знаете, чё? Я хотела про завтра сразу поговорить. Давайте завтра в КС-ку поиграем. Если не хотите, я сама поиграю. Если соберется команда, было бы прикольно поиграть с командой. Ну, понятно, что у меня звание сейчас все просто zero. Там ничего по званию. Это нам надо 2 победы сделать, да? Понятно, что если мы там подряд 2 победы сделаем, то, господи, это у нас 2 катки займут 1-1.5 от силы. Ну, как бы, тем не менее, прикольно. Поиграть можно, вспомнить. Мне кажется, блин, мы последний раз играли... Когда у меня последний стрим по КС-ке был? Вот тогда мы и играли. По весне, наверное, еще. Ты по Сурсу? Ну, я в Сурс не играю. Не играла. Тебе пофиг во что пялиться? Ну, как бы, ну да, Лежа, я понимаю. Я понимаю. Замена струн не собьет тебя с толку. На самом деле, замена струн — это вообще шикарнейшая процедура. Ты прикинь, ты сам берешь, разбираешь, сам струны продеваешь, все это натягиваешь, это круто на самом деле. Это, ну, прям прикольно. Я помню, как первый раз струны сама меняла. Ну, это после того, как у меня первая струна порвалась, и, слава богу, пролетела чуть выше головы, так бы у меня сейчас вот так либо полчерепушки не было, либо был бы шрам на лбу. Это на самом деле прикольная процедура. Меняешь струны, гриф протираешь, прям так, круто, круто, круто. Кстати, ты когда поиграл? Да, когда струна лопается, прям кайф. Ехать в другой конец города. Ну, блин, слушай, не знаю. Мне как-то по барабану. У меня тут вообще рядом нигде струн нет. У меня по-любому, блин, ехать за 30 километров от дома со струнами, если вдруг что случится. Или в овер можно поиграть. Или в КС-ку. Я 300 лет не играла, что в то, что в другое. Все что-то сейчас в одиночный игра. Да почему страшим? Никто тебя не страшит. Что ты в самом деле? Это все дело не страшно. Это все дело очень интересно. А еще, знаете, у ночных снайперов есть песенка классная. Я по асфальту шагаю с тем, кого сберечь не смогу. До остановки трамвая, звенящего нам, бегу.
Угу. Да в шутеры я уже на «вы». Я уже совсем на «вы», кроме... Платформеров. Да, брутальный шрам на лбу, точно, все девки мои. Это я сейчас пойду страну первую перетяну. А все девки мои будут? В Майнкрафт? Я никогда, если честно, не играла в Майнкрафт. Я вообще даже не представляю, что это, как это, зачем и почему. И надо ли? А может, не надо? Может, в КС-ку? А. Ой, как-то страшно. А что еще у нас коопное есть? У меня даже Steam закрыт. Все закрыто. Кстати, я не забирала в Epic Gaming. Что там у нас сейчас раздают? Интересно, что-нибудь раздают, нет? Я не помню даже, что я последнее забирала. А вы заметили вообще, как 2,5 часа пролетело? Не играл, если не играл, то это будет вдвойне забавнее. Блин, я не знаю, честно. Надо подумать. Мультяшного Сэма? А что это такое мультяшный Сэм? 3 игры Нифига, аж 3 игры раздают. Ой, сколько обнов у меня. Don't Starve Together хочет обнову. КС хочет обнову. Фосмофобия. Да, даже, Олежа, больше 2,5 часа прошло. Уже 2:30. Мы стримим. А если быть точнее, 2:32:09 секунд. Понимаешь? Офигеть, да? Время пролетает. Со мной время летит незаметно. Просто быстро вот так вот. Пух, пулька. Ураган. Что, будем заканчивать? Спадки пойдем? Колыбельную петь будем? А? Я тискаю Тотора. А вы подсматриваете, извращенцы. Ну чё? Выбирайте колыбельную. Ты только пришел, а мы уже 2,5 часа, тут песенки поем, Катя тут что-то прикалывается. Сейчас буду колыбельную петь. И будем уходить уже на боковую. Со мной состаримся быстро, да, и я в первую же очередь быстро состарюсь, алло. Буду тут и так вон уже все седая, блин. Буду вообще как непонятная старуха. Не, ну я же хочу покраситься. И не будет так заметно. Но я не в блондинку, не буду больше блондинкой. Как бы мне не хотелось, как бы, типа, не было прикольно. Но навряд ли. Я что-нибудь ближе к такому, что не видно будет мою отросшую седину. Ты бы еще посидел на стриме? Ну, блин. Не в синий. Пепельный. Ну, не такой, что чисто пепельный, а такой. Ну, вот типа как у меня макушка. Вот тут. Вот так вот будет. По факту у меня тут седина. Вот это все блестит, это седина. Кстати, Артур, чувствуешь ты себя 7-летним пердуном лишь только потому, что ты сидишь и пердишь? По всей видимости. Да, у меня вообще поздно.
На самом деле, мне кажется, уже скоро надо будет раскрывать все карты и говорить, по какому времени котейка живет. А то я все скрываю. Не все знают, по какому времени я живу. Я всем говорю, по Москве, по Москве. А на самом-то деле, мне уже мама давно бы по жопе надавала. У меня, кстати, когда... Простите, закричала. У меня иногда бывает, я что-нибудь там вспомню. Вот так просто. Эмоции зашкаливают, крик начинается. Вроде так тихо-тихо-тихо, спокойно говорила. Потом... Мама у меня, когда приезжала на прошлых выходных, мы же с вами стримили, получается, в пятницу мы отстримили, в субботу мне надо было в город ехать с ней встретиться. А я, получается, точно буду как старушка? Нет, я буду как... Нет, я буду как охеренная старушка. Да. Оно не будет казаться, что я прям белая-белая бабка. То есть оно будет, ну, примерно вот то же самое, только по всей длине. То есть вот тут же ты же не скажешь, что вот это вот я старушка. Так что все будет окейси. Короче, мы достримили, стрим закончили, я что-то там вышла в WhatsApp. Да, не наболталась, не напизделась, не все рассказала. Сейчас все расскажу, завтра нечего рассказывать будет. Так вот, зашла в WhatsApp, что-то там Владу написала, что-то там еще посмотрела, там, и все, и спать легла. Утром мама пишет, типа, дочь, встречу там переносим, там у нас перерыв начинается не в 3, а в 2, то есть мне там в город надо было к 3, по факту сейчас в город надо к 2. И такая задает вопрос, а ты чего так поздно не спишь? И я такая, упс, ма. Я обычно как бы, ну, там, спать ложусь, они уже спать легли, там, не спалят меня, да. Утром я встаю раньше, чем они встают там на 2 часа. Тоже, мам, меня не спали там, когда я была в WhatsApp. А тут типа, дочь, ты какого фига так поздно в WhatsApp сидишь? Я... Так вышло. А? Так чё, а какую колыбельную будем выбирать? Мою любимую про ложку и про снег? Маме стоит писать? Нет, это лучше папе написать, он мне пиздюля Андрей наваляет. И я потом буду... Так вот, хныкать буду. Мы с папой очень сильно ссорились, когда я юная была. И поэтому, когда на меня папа ругается, и мне по сей день, 30-летняя баба, у меня по сей день какая-то прям такая детская истерия, когда у нас с папой какие-то там недопонимания. Детские травмы. Что за бабьи комплексы? Почему бабьи? Бабушкинские комплексы. Я выборажуля. Я просто, понимаешь, Олежа, как бы я напрашиваюсь на комплименты, когда говорю о том, что где-то там я старенькая или еще что-то. Но это же всегда приятно, когда тебе мужчины говорят, что Катерина, ты прям ух, как выглядишь. А еще при этом добавляют, и я бы вдул. То все, сердце Катина просто тает. И что еще вообще для счастья надо? Кучу комплиментов от мужчины. Да, вот Владос правильно пишет. Да все вы поняли, конечно, вы же не глупые у меня. Ну что, ложкой снег мешать будем? А? И пойдем уже падать на боковую. А завтра, правда, завтра я днем. Ну, Владочка, мы с тобой днем пообщаемся, да? Подумаем. Младшенький Владоська-то я не знаю, со своим пальчиком он сможет, не сможет. Там, может, в напарников сходим, побегаем или еще что кого. Не знаю.
Можно, конечно, и типа мне в соляк пойти там с рандомами, там, поматериться на них, поговорить им «Курва!» Сделать им «Тьфу!» по старой памяти. Ну, конечно, хотелось бы со своими знакомыми, скажем так, которые уже знают, что я ватруха, и не надо там на меня ругаться, если бомба на А, а я пошла на Б. Вот так. Ну, можно, конечно, но Влад-то тоже, блин. Чё, считай, год он вообще мышку, блин, толком не держал. Да, завтра будет стрим, как обычно, в 20:00 по Москве. Мы в пятницу-субботу всегда стараемся в 20:00 по Москве начинать. Иногда я начинаю в 19:00, если понимаю, что там какая-нибудь игрулька долгая, и я буду разбивать стрим на несколько. Разбиваю я из-за субтитров, чтобы субтитры прогружались, чтобы англоязычная публика могли потом с субтитрами посмотреть, почитать, скажем так. Понятно, что они косые, кривые, но тем не менее там все равно можно какую-то суть уловить. Вот. Поэтому вот иногда в 19:00 начинаю. Ну, в основном в 20:00. Я там дела поделаю, отдохну чуть-чуть, иногда там покемары перед стримом, чтобы не тупой ватрушкой быть. Потому что иногда тупники ловлю, когда не выспанная. Вот, и поэтому там часок хотя бы кемарнуть иногда стараюсь перед стримом. Ну и вот. Завтра будет стрим, да. Я постараюсь анонсик сделать пораньше. Если что, приходите. Насчет Майнкрафта не обещаю завтра. Может быть, не знаю, на следующие выходные что-нибудь подумаем. Ну все, давайте. Ушки на макушку. Я буду петь колыбельную, да? Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи скорей, и ты, малыш. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по густым широким морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Не надо ржать от колыбельной этой. Глазки закрывать надо и спать. Не, ну я могу еще что-нибудь там томно, шепотом поговорить, чтобы ты такой слюню пустил на левую сиську. Не на мою. Будем прощаться, да. Классный вечер сегодня был. С вами безумно прикольно. Спасибо, что вы были со мной. Еще раз большое спасибо вам за маленькое достижение на пряничке. Без вас я бы не справилась. Я надеюсь, что дальше мы будем только расти, расти и расти. Было бы круто, если бы рост был как на хентайке, но я пока что к этому не готова. Там я не так часто лицо свое показывала, да? А тут практически как бы каждую неделю я показываюсь. И когда будет много народу, у меня будет просто паника, паника, паника. Я еще не готова. Ну все, ребята, давайте до завтра. Всех люблю, целую и крепко обнимаю. Чмоки-чмоки в обе щеки.
До встречи на просторах интернета. Пока-пока.